100 дней в Стардювале. Дни, которые для нас с Сашей превратились из курорта в деревенский стартап. Весна, которая про тонны картошки. Лето, момент, когда Саша окончательно потерял веру в себя и в будущее. Осень, странная попытка романтики. И не спрашивайте, зачем Саша так много тыков. А зима встретила нас разбитыми мечтами и показала истинную ценность дружбы. Серьезно, почему мы спим в одной кровати? День первый. Весна. Для многих это начало новой жизни. Все зеленеет, все цветет, а для кого-то это забитый нос и ненависть ко всему живому. А у нас комбо-версия. Мало того, что нас уволили с работы, мало того, что у нас долги, так у нас еще и гениальный план на весну, масштаба несбыточной мечты. И давайте я вам его озвучу. Первое. Научиться хотя бы ходить по этой гребаной ферме. Второе. Найти Саше девушку. Третье. Превратить этот трындец, я про наш участок, во что-нибудь хотя бы отдаленно похожее на ферму. Хотя бы протоптать дорожку к Сашиному шалашу. И четвертое. Главное не помереть от переработки. И вот с таким планом мы входим в весну. Идеально подготовленные ровно на 0%. Экскурсия закончилась, и я в шоке от наследства. Руины. Ипотеку сюда не прикрутишь. Банк обидится. А вот и Саша. Глобальная цель на сезон простая и великая. Найти Саше девушку и поднять миллион на огороде. В деревне других параметров эффективности, к сожалению, не завезли. Так что план на день. По-простому, но по-новому. Первое – вспахать и засеять землю. Второе – полить. Третье – разведать город. И четвертое – не умереть от переработки. Мы вдвоем вспахали поле, засеяли. Я поливаю и чувствую, как энергия утекает быстрее, чем мотивация у Саши. Дохожу до состояния, когда персонаж уже орет, что дело у него больше работать не будет. И меня официально отключают по сельскому тарифу медицины. Просыпаюсь дома, счет уже выписали. Классический сервис. Нашли, дотащили и выставили. Вывод: герой тут не офисный клерк. Круглые сутки не пашет. Нужен отдых и планирование. Поэтому весь тяжелый труд мы сразу же делегируем на Сашу. А я пошел исследовать окрестности. Спускаемся вниз, попадаем в семейную коммуналку, садимся за стол, ждем ужин. Через минуту выясняем, что нас тут не покормят. Наоборот, мы вам не кухня, мы тут животных продаем. Мы переглянулись и уходим, пока нас самих не продали. Следующее здание закрыто. Добро пожаловать в провинцию, где после 17:00 город превращается в декорацию. Так что, да, первый день закончился быстро и липко. С долгами, без ужина и с мокрыми штанами. И тут прилетает мысль дня. Быть хорошим фермером – это не все успеть. Это оставить себе силу на завтра. Самое страшное – завтра придется все это повторить. Но уже умнее. День второй. Саша, как оказалось, прокрастинирует куда лучше, чем я ожидал. Поэтому сегодня поливаю огород снова я. Стою, поливаю и чувствую себя одновременно и фермером, и креветкой. Знаете, вот есть это ощущение, когда ты работаешь и понимаешь, половина усилий уходит в землю. Буквально. Но я все равно это делаю, потому что где-то глубоко внутри есть надежда, что завтра здесь появится новая жизнь. Но ничего, скоро мы с Сашей сделаем автоматическую систему полива, и Саша наконец-то сможет прокрастинировать по расписанию. А потом мы открыли для себя город. Обычный сельской СМТ, где каждый второй житель – стендапер. Одна унизит, другая промолчит. Такое чувство, будто я реально забыл почистить зубы. Не, ну серьезно. Фраза в духе если бы не эти ужасные шмотки, ты был бы симпатичнее. И точка. Это вообще что? Мотивационный тренинг для подростков? Но стоило Саше увидеть девушку с фиолетовыми волосами, и все. План на ближайшие 100 дней у него готов. Теперь он будет таскать к ней камни и шахты, лишь бы она обратила на него внимание. А потом услышит сакральное: мы просто друзья. Ее день рождения 14 числа. Мы ее не будем поздравлять. Мы ее не будем Блин, это поздравлять. просто идеальная, игра для моих комментариев. О, кладбище. А я тем временем вышел к морю. И тут какой-то добрый мужик протянул мне удочку. И знаете, это было странное чувство. Как будто кто-то сказал: вот, держи, может, именно в этом твое признание. Только вот беда, я оказался слишком тупой, чтобы понять, как ей пользоваться. Так что мы пошли спать. И я понял одну простую вещь. В деревне ты можешь искать смысл. Можешь искать призвание, но все равно каждый день заканчивается одинаково. Денег нет, и даже заработать их не получается. It's not a big problem. Диалог. Какая проблема, ты не знаешь, где дом? Да. День третий. С утра льет. А это значит, Саша может работать снова по своему любимому графику. Правильно, ничего не делать. А я к воде. Обычный человек скажет: ну, лужа и лужа. А я гениальный менеджер и буду в ней рыбачить. Кидаю леску в грязную воду и достаю жизнь. Первая рыба. В этот момент щелкнула. Может, призвание всегда выглядело вот так? Некрасиво и правильно. А там, где ты рискнул попробовать.
Так что покуда некоторые работают по расписанию, я закрываю первые продажи. Это уже не мамина помощь, это наши первые деньги, и притом честные. Да, до миллиона, как до луны, но дорога началась. По пути домой вглядываюсь в этот ящик у фирмы, которую принимал за мусорку. Оказывается, это ящик для продажи, но пока что слишком тормоз, чтобы понять, что это он есть. Я думаю, что это мусорка. Так что да, в принципе, иногда то, что кажется мусором, реально может приносить ценность, если ты успеешь до 17:00. Перед сном фиксирую прогресс. Огород поливать не пришлось, деньги есть, смысл тоже. Завтра в город. Там мы видим нашу первую главную цель и поймем, сколько луж еще нужно, чтобы достичь ее. И это не про чью-то юбку. А где наш дом? День 4. Как всегда, день начинается с полива. И как обычно, делаю это я. Уже привычка, будто с утра ты не кофе пьешь, а ведро таскаешь. Дальше в город. Заходим в магазин, чувак покупает все подряд и продает все подряд. Ну окей. И тут мы видим его. Рюкзак за 2000. Я сразу понимаю, вот она цель. Главная цель недели. Не цветы для Саши, не заигрывание, а нормальный рюкзак, чтобы было куда складывать эти самые цветы. А еще у Пьера среда выходной. Покуда он боится Wednesday. Я бы тоже боялся, особенно после фильма с Викендом. После магазина приходит осознание. Денег нету. Все, иди работай. Так что я иду рыбачить. И через какое-то время подтягивается Саша. Видимо, ему тоже объяснили, что он бедный и бесхолупный, никому не нужен. Сидим вдвоем у воды, вспоминаем сладкую городскую жизнь, пока не влезли в кредиты. Но в этой бедности есть прогресс. Вчера я учился ловить в луже. Сегодня первые честные монеты. Ощущение, как будто строишь что-то шаг за шагом, главное свое. Время пролетело быстро, и сон тут священный ритуал. Его нельзя продалбывать. Засыпая, считаем. Рюкзак стоит 2000. А у нас $1 с копейками. Финансовая пропасть. Но у каждой пропасти есть начало моста. Там этот ежик выловил портрет девочки, которая тоже еж, и она... Ну, он подумал, что это внутри какая-то женщина, и поплыл с крошем туда. Да-да-да. Это оказалось просто какая-то Просто какая-то Люда, да? Блядь. День 5. Утро. И сразу финансовый прорыв. Что именно я посадил, понятия не имею, но выросло, а значит стоит денег. Собрал все под ноль. Саша, почуяв, что работа закончилась, вылез из укрытия и пошел со мной к Пьеру. Как обычно, пришли на 20 минут раньше открытия. Хорошо, что пятница, а не среда. Двери бы уже пострадали. Магазин открывается, залетаю к прилавку, продаю урожай и весь вчерашний хлам. На балансе появляется органично солидная сумма. 1842 копейки. И вот тут вступает моя финансовая грамотность уровня деревня. Вместо того, чтобы дотерпеть до рюкзака, я спускаю все на семена. Картошка, скажем, 36 пакетов, по ощущениям 100 мешков. Инвестиция, понимаете? Надеюсь, хоть Саша поймет. Через неделю будем богаче. Теоретически. Возвращаясь на ферму, вспахиваю, сажаю, поливаю и спрашиваю Сашу. Слушай, а почему бюджет-то общий, а ведра таскаю я? Саша делает вид, что у нас идеальная коммуна, где каждый выбирает отдых по призванию. И покуда я страдаю, приходит письмо от корпоратов. Те самые, кто снимает деньги за перемещение с входного коврика в кровать. Пишут: извиняемся за неудобство, завал расчищен, проход открыт. Какой завал? Куда? Что? Зачем? Почему? Ну, хоть извинились, за это приятно. Но теперь нужно понять, какой там завал вообще и что нам вообще открылось. До вечера мы с Сашей, как высокоэффективные креветки, еще немного рыбачим. И в койку. Ночное прозрение. На экране появляется то самое. Рецепт пугала разблокирован. Наконец-то у ворон появится достойный оппонент. А у меня еще одна причина таскать дерево. День 6. Я устал повторять, что Саша прокрастинирует, но огород снова поливал я. Саша же вылез из своей берлоги только после того, как картошка уже сияла капельками влаги. Развлечение легко. Сегодня мы наконец-то сделали сундук. Пока обычный ящик, но скоро он станет хранилищем для всего, от картошки до каменных топоров. Первый шаг к тому, чтобы ферма перестала быть помойкой и превратилась в систематизированную помойку. И тут меня знакомят с клубом. Вот клуб, ты теперь тут житель, как все. 6 дней прошло, отвечай за его судьбу. Да-да, конечно, как будто у меня на ферме дел нету. Но нет, теперь судьба клуба официально делегирована Саше. Логично, если в здании завелась крыса, в виде яблока с глазами, то именно Саша должен решать, стоит ли доверять фруктам. А я лично боюсь яблок, так что я пас.
В итоге день закончился беготней туда-сюда и абсолютным нулем продуктивности. Но зато сундук есть, луп открыт, квест как лапша на уши навешан, завтра придется делать вид, что я это все запланировал. День 7. Сегодня 3 задачи. Первое. Полить огород. Второе. Узнать, чем таким важным занимается Саша, что его не видно сутками. И третье. Познакомиться с жителями. А то мэр прислал ТЗ. 28 из 28. Иначе выселение. Логично, за аренду я-то все равно не плачу. Начал знакомиться. Одна сидит под деревом, другой что-то ковыряет у кузницы. Зашел к нему, расколол камень, получил 5 меди. Приятно. Почти бонусная зарплата. Дальше клуб, массовое знакомство. Если честно, делал это все не ради интереса, а потому что квест повис над головой, как корпоративный дедлайн. Не познакомишься с 28 людьми, тебя лишат фирмы. Ага, спасибо, мэр. Люблю дружбу по эффективности. Но завтра мы уже вот-вот сориентируемся по этому чертовому GPS, где тут вход в черную дырку с медью и золотом, и монстрами. Артем, конечно, идет спать, но я вот как домой прийти. День 8. Начался он не с полива, а с того, что кузнец по имени Клинт решил долбить мне мозг с утра пораньше. «Мужик, у тебя смена с 9. Почему я вижу тебя возле моей кровати?» Что-то он пробормотал там свое, про медь, про печку. Я сделал вид, что понял, и мы с Сашей пошли поливать грядки. Да, он наконец-то работает. И идем бродить в поисках той самой черной дыры с медью, золотом и монстрами. К вечеру нахожу щель в скале, захожу, а это шахта. Мне вручают меч и фразу «Вперед из песней». Тяну за лифт, не работает. Вагонетка тоже нет. Окей, значит лестница. И страдания. Спускаюсь, начинаю собирать все как пылесос, будто ко мне раньше не видел. Зову Сашу, иди сюда, тут весело. Тут монстры. Штурмуем вместе. Итог 3 меди, 1 слизь. И я, вырубившийся прямо на своем же пороге. Конечно, счет снова выставили. Сельская медицина без выходных. Теперь мы точно знаем, что надо ходить спать. День 9. Утро и сразу шок. У нас стырили 200 копеек. Половина годового ВВП нашей фермы. Саша так обиделся, что решил, из берлоги он выходить не будет. Картошку снова поливал я. Я очень надеюсь, что эти мешки окупят мои страдания. И страдания самих мешков, по которым я топчусь. Читая почту, корпорация еще докинула чек за вчера. 112 копеек штрафа за то, что вы спали на улице. А может, это мой выбор? Может, я так кайфую? Но нет, все тут строго по тарифу. После этого я пошел в магазин. Вернулся, полежал и снова в шахты. Вы спросите, где же Саша? Да хрен его знает. На 3-м этаже он вдруг материализовался, как будто там и жил. Наша цель простая – медь. Для чего? Да хрен его знает. Может печь, может инструменты, а может когда-нибудь автоматический полив. Главное есть мечта. Мечта об автополивателе. И она греет душу сильнее, чем 3 меди в кармане. И тут на 4-м этаже у меня закончилась энергия. Руки в ноги и домой. И наконец-то досыпать то, что не доспал вчера. А нет. Поставили печку и теперь точно спать. День 10. Утро и мне дарят кота. Это реально лучшее, что со мной случалось за все время. Пока я не заметил, что кот изменяет меня Сашей. Хоть я и назвал его Валентина, или это она, фиг разберешь. Понял одно. Кот либо некультурный, либо обидчивый, либо слишком общительный. После семейной драмы иду к Клинту. Сую ему то, что нарыл вчера в шахтах. Он спокойно оплачивает. Кайф. А тут попадается камень с историей. Говорят, Гюндер расскажет больше. То ли мне пора идти лечиться и признать, что Саша выдуманный персонаж, то ли этот камень реально со мной разговаривает. Захожу в музей, ставлю находку на подиум, и вот тут я уже донор экспонатов. Теперь официально фермер, рыбак и доносчик камней. Воодушевленный решаю сделать ход конем, подарить Сашиной подруге кусок слизи. Гениально, идиотизм уровня бог. С этого момента она со мной не разговаривает полгода. Заслуженно. В отчаянии захожу к той самой жительнице, которая раньше обесценила мой лук. Пробую вести диалог, получается односторонне. Ясно, понял, до свидания. День закончился в кровати. На этот раз без штрафов. День 11. Утро, письмо, я потерял топор. Сочувствую, но этим займется Саша. У меня дела поважнее. Картошка. Наш финансово идеальный проект наконец-то созрел. И вот оно, 5000 копеек. Самое вкусное чувство в деревне. Это когда мешки с картошками превращаются в цифры на счете. И я, как финансово грамотный человек, трачу все подчистую. Во-первых, рюкзак за 2000, цель выполнена. Во-вторых, 64 мешка новых семян. Как я их ношу на спине, не знаю. Возможно, это рюкзак, а возможно, просто отсутствие Саши рядом. Сеем, поливаем, через 6 дней новый урожай, новый скачок. Нужно накопить максимум и утонуть в кустах черники. После короткого отдыха я иду в шахты.
Понимаю, чем быстрее откроем этажи, тем лучше. Ферма растет, а сила нет. И тут за кадром Саша внезапно оказывается полезным. Пропушил шахту до 5 этажа. Круто, но нам нужно до 80-го. Так что за работу, товарищи. Я сам спускаюсь до 8-го, встречаю жука, пугаюсь. То ли от него, то ли от позднего часа. И бегу домой. И вот тут меня накрывает мысль. Саша мне все больше напоминает Тайлера Дёрдена. То есть, то нету. А на руке след остается. День 12. Дождь. О боги, я люблю этот момент как Новый год. Ведь в этот день можно ничего не делать. Лечь спать, как после 31 декабря, и не встать. Но, увы, делать дела все-таки придется. Саша, как всегда, занят очень важными делами, бегает туда-сюда. Я надеюсь, он хотя бы в шахты пошел. Мне же прилетает письмо. Промо-реклама колодца за косарь. Офигеть наглость. Нет, спасибо. Я лучше ведро из канавы почерпнул. Следующее письмо от мамы. И наконец-то это не отец. Печеньки. Вот это настоящая забота, а не штрафы за коврик. Захожу к Хейли. Дом открыт, но двери в комнаты закрыты. Недостаточно дружбы, чтобы войти. Окей, хоть диван выноси к себе домой. Дальше пещера. И вместе с Сашей. Может, он мое идеальное дополнение, а не все эти романтические варианты. Мы спускаемся до 12 уровня. На последних соплях я бегу наверх, потому что жуки решили устроить охоту. Саша выжил тоже. Теперь спать. Мне нужно отдать топор, а тут открыто только с 9. Мы ждем 9 утра. То есть вы хотите мне сказать, что я тут подождем должен ждать целых полчаса? День 13 по 19. Я рукожоп, это не новость. Ну вот история того, как у нас проходила неделя. Неделя была как американские горки. И регресс, и прогресс. Ферма. Наше поле картошки. 64 штуки. Наконец-то созрели. Собрали и продали. Деньги пошли в семена. Поле теперь таких масштабов, что Саша смотрит на это и спрашивает, в чем смысл жизни. А ему проталкивают, что его слоган «Твой смысл поливать картошку, пока мы не перейдем на чернику». Подготовка к лету, что сказать. Шахты. Алгоритм стал рутиной. Поливаем и идем в шахту. Открываем лифт на 15 этаже, медь копаем, слизь собираем, энергию тратим. Саша то ли со мной, то ли воображаемый Тайлер Дёрден, не знаю. А вот Абигейл по-прежнему динамит Сашу. Хейли тоже. На банковском счету минус. Саша купил себе жвачку. Я разрешил. Но вечером встретил бездомного, копающегося в мусорках. Честно, не осуждаю, но я как настоящий лицемер перекинул на него свою проекцию и обесценил его выбор. А потом, когда он ушел, сам залез в мусорку. Потому что, ну а что, почему бы и нет? А, да, 13 числа был какой-то там яичный фестиваль, но мы поняли, что денег нет, у нас не было яиц, так что все, мы просто тогда пошли домой. Все приживаются в этом мире, Артем. Ты не знаешь, каково это быть мной. Я никому не мешаю, я просто хочу жить по-своему. Неужели это так плохо? Вот это выбор, торчать в мусорке. Мужик, у меня как бы там это, кровать пошел, да? Так. Мне ничего не нужно. Суббота. Поливаем. День 20. Утро, выхожу на огород, и теперь у нас там чучело. Пока одно. Назвал его Степан. Стоит себе, как символ среднего класса. Днем охраняет поле, ночью на него сыт Валентина. Живет, знаете, стабильнее нас. С поливом мы справились. Саша, правда, спросил, а зарплата будет? Я ответил ему, что у него будет один выходной. Он согласился. Работник мечты. И вот мы сидим, думаем, но как же романтика? Решили, что бездействие тут никак. Я пошел лазить по запретным сайтам. Да-да, по Википедии. А вы про что подумали? Пока я там учился любить по инструкции, Саша внезапно научился поливать грядки. Это реальный прогресс. Через 20 дней игры он впервые полезнее чучела. А дальше открытие века. Оказывается, любовь тут измеряется не словами, а подсолнухами. Представляете? Эта девушка, которую звать Хейли, готова с тобой общаться, если у тебя есть подсолнухи. Я на секундочку поверил в чудеса. Правда, проблема в том, что подсолнухи растут только летом и осенью, а сейчас весна. Так что план Б, нарцисс, украл его прямо из-под ее дома и вручил в руки, как будто это часть великой романтики. А что там Саша? Он носит все запасы моих блестящих камней в комнату Апигейл. О, он мне, короче, это... Помнишь вот ту на арабском, что я тебе скидывал, что в клубе нашел? Да. Он расшифровал его. И шо? Ну и Джуни, мы рады тебе помочь. Так что день 21. Огород огородом, но день начался странно. Я уже стою в гостиной у этой мадам, и на моих глазах она оскорбляет собственную сестру. Романтика, говорите? Ну ладно, запишем это в список приятных свиданий. Вечером решил зайти в Джорджа Маркет. И тут начинается презентация уровня сетевого маркетинга. Хотите стать нашим участником? Всего за 5.00 копеек.
Да-да, те самые корпораты, что уже выставляли мне счета за коврик и улицу. И я смотрю, слушаю и чувствую. Пахнет разводом. И такой, фу, дай визитку. День 22. Огород само собой. Поливает его Саша. А я наблюдаю странную сцену. Два ребенка пытаются открыть подвал. И нет, даже не подумайте на меня. Самое криповое, они хотят не выйти, а зайти внутрь. Вот такими были миллениалы и ранние зумеры в детстве. Искали приключения на свою задницу, даже не задумываясь о безопасности. Я вообще должен был помереть еще тогда, после того, как я провел дипломатию с крысой во дворе в 9 лет. А про Сашу вообще страшно спрашивать. Если есть вопросы, пишите в комментариях, будем вместе разбирать его лор. А еще можете подписаться и лайк поставить. Ну, тоже по желанию. Дальше шахта. Саша реально молодец. Мало того, что он поливает огород, так он еще и спускается в шахту. Мы уже на 24 уровне. Ищем какую-то блоху, чтобы пробить проход ниже и открыть лифт. В итоге спускаемся на 25 этаж. Все, план минимум на день сделан, теперь домой. День 23. Проснулся я с мыслью, нам нужно больше денег. Для чего? Правильно, чтобы сделать еще больше денег. План простой, летом закупить чернику на всю как лету и посадить на полив Сашу. Пусть его жизнь будет расписана как капельной системы. Но пока не наступило лето, я нашел дикий цветок. Подарил его Хейли. Ну а что, тоже приятно. Девушки любят цветы, даже если это сорняк из канавы. А если серьезно, наша главная цель — это автоматический полив. Это единственное, что нами движет, поэтому снова в шахты. Дневной минимум 5 этажей. 26-й нас избивают комары, 27-й мы пробегаем мимо, 28-й, 29-й пролетаем, и вот он, 30-й этаж. Я думаю, а что если ниже, спрыгиваю и тут жесть, монстра страшного света нету. Так и знал, что в темноте живет не только мой страх, но реальные гады. Мы с Сашей в панике возвращаемся наверх и идем спать. День 24. Сегодня у нас финансово вкусный день. Выросла картошка. Это вам не хухры-мухры, это картошка. Стратегический актив любой деревни. Я уже готов бежать к Пьеру продавать. Но нет, среда. У него выходной. Серьезно? Кто выбирает среду выходными? Видимо, он сам в этот день поливает картошку. Зато у нас праздник – цветочные танцы. Я как культурный человек беру цветок из канавы и иду к Хейли и получаю отказ. Причем максимально честный. Фу, нет. Так мои самооценки еще никогда не объясняли свое место. Сашу, кстати, тоже отшили. И мы пошли домой. Спать. Два героя провинциального позора. День 25. На следующий день все же я продал картошку. И тут Саша офигевает. На счету 18 косарей. Представьте его лицо, когда он узнает, что летом у нас будет столько кустов черники, что он 100 раз задастся вопросом смысла жизни. Только лишь бы он не сбежал обратно в город, чтобы их не поливать. И тут ко мне подходит мужик и говорит: могу оборудовать тебе пещеру. Либо грибы, либо фрукты. Бесплатно? Серьезно, ты еще спрашиваешь? Конечно же грибы, давай за работу. И пока я гоняюсь за очередным цветком и деградирую как личность, Саша пашет в шахтах. Мы так быстро проскочили до 38 этажа, что я даже не понял как. Темнота, монстры и тут 40-й. Награда — рогатка. Офигеть. Всегда мечтал о рогатке. Спать. День 26. С утра я уже пополнял коллекцию музея. Очередной камушек в ящик, а потом, как всегда, бегал с цветком. Серьезно, эти 100 дней в самой спокойной игре превращаются в симулятор моей личной деградации. Цветок, отказ, шахта. И тут игра говорит: больше 2 подарков нельзя. Ну офигеть, и лимиты поставили. Ладно, дальше шахта. И это уже не медь и слизь, а снег и железо. Так сказать, обновление подъехало. Зимний биом. День 27. Сегодня обман века. Какой-то мужик просит у меня колу. Я такой: окей, бегу, покупаю, приношу. А он смотрит и спрашивает: а нахрена? И тут до меня доходит, я задание даже не принял. Ну ладно. В остальном шахты. Будни шахтера, ничего нового, но прогресс есть. Мы уже на 55 этаже. 80-й все ближе. День 28. Вдруг вспомнил про клуб. И тут выясняется, что единственный, кто шарит за французские узлы и коллекции, это Саша. Он объясняет, нужно собрать дикое... Я уже хотел пошутить про дикий огурец, но нет. Оказывается, дикий хрен, дикий лук и еще что-то дикое. Мы бегаем весь день, находим, сдаем, а потом понимаем, что весеннего коллекционирует тут еще вагоны и вагоны. И это последний день весны. Сказать, что виноват Саша? Конечно, но я вот сижу и смотрю на визитку Джиджа Клуб. И думаю, может, ну его этот клуб, может выгоднее реально продать попу корпоратам. Ведь если единственная надежда этих руин это мы с Сашей, 2 идиота с картошкой и рогаткой, то у клуба большие проблемы. Я еще раз посмотрел на эту самую визитку от корпоратов, но подумал, что еще не время. Это экзотика. Так, Кокос, правый. кактус, пещерная морковка, красный гриб, фиолетовый гриб, сморчок,
сосновая смола, дубовая смола, кленовый сироп. День 29. Лето. У нормальных людей купание, арбузы и мороженое. У нас бизнес-план уровня секты. Пункт 1. Вспахать гектар. Пункт 2. Превратить 17 520 копеек в чернику и в Сашину депрессию. Пункт 3. Поливать так, чтобы он хотя бы дожил до осени. И 4. Шахты. 80 этаж. Ради золота и автополивателей. То есть ради того, чтобы Саша когда-нибудь отдыхал. И бонус. Подсолнухи. Потому что я, в отличие от корпорации Джорджа, уважаю интересы людей. Особенно тех, кто нравится. Наш бизнес-план прост. Поле вспахано, поле засажено, поле поливается. Теперь дождь — это не романтика, а просьба к богам. До 9 вечера мы поливали наш черничный стартап. И если честно, я уже начинаю жалеть о данном стартапе. День 30. С утра я открыл прогноз погоды. Там написано: дождя нет, удачи нет, счастья тоже сегодня не завезли. Окей, будем работать. По пути дарю цветок. Она говорит сакральная. Мы друзья. Для Саши это почти свадьба. Для меня это полузакрытый отчет. Хотел отметить прогресс в шахте, но нет. У меня марафон. Деревья, город, кровать. Бегал туда-сюда, делал вид, что жизнь движется вперед. Спать. День 31. Дождя снова нету, значит снова полив. Потом я решил проверить свое призвание. Рыбалка. Снизу пусто, сверху пусто. В итоге поймал рыбу в кровати. Вот оно, лето в деревне. Целый день что-то делал, а результат — мокрая подушка и чувство, что жизнь проходит мимо. А Саша уже ворчит при виде черники. У нас первый симптом выгорания. Бизнес еще не вырос, а Саша уже уволился. Пока что морально. День 32. Что делает Саша, вы уже прекрасно знаете. Стоит, ворчит, изображает трудовой подвиг. А вот что делаю я, тут поинтереснее. Сначала я роюсь в сундуках. Зачем? Сам не знаю. Наверное, чтобы убедиться, что у нас по-прежнему нет денег. Потом руки в ноги и в шахту. На 57-м этаже я встретил терминатора. Призрак, упитанный настолько, что моя деревянная палка колупала его так, как зубочистка бетонную плиту. Настолько долго, что я уже психанул и спрыгнул ниже. Но вот бомбы — это что-то. И знаете, что самое страшное в бомбах? Это не то, что я могу ими себя подорвать. Это то, что ими может завладеть Саша. Кто знает, тот понимает. Кто не знает, объясню. Я просто хочу, чтобы мой дом стоял хотя бы до осени. И вот сундук, клинок и 60-й этаж. Наконец-то не палка, а что-то, что хотя бы звучит угрожающе. С этим артефактом я возвращаюсь домой, а дома по традиции Саша. Злой Саша. Теперь он всегда злой. Даже если ничего не делает. И особенно, если ничего не делает. День 33. Сегодня я решил не морать руки об Сашин труд. Сразу пошел в шахту. Знаю, это как менять шило на кочергу, 5-ю точку, но выбора нет. С каждым этажом прохождение становится все тяжелее. Призраки, местные Петровичи, которые вместо вечного курорта на небесах выбрали вечную смену в шахтах, их слишком много на каждом этаже. Иногда даже по 2 бывают. Это как корпоратив, только вместо веселий удары по голове. Ну вот, 65-й этаж. План минимум закрыт. И тут я смотрю на часы, 11 утра. А значит, есть место для плана максимум. Проскакиваю дальше, игнорирую призраков Петровичей, бегу как студент к дедлайну. И тут говорить особо нечего, 70-й этаж пройден. Но тут, на этом этаже, мне вручают рогатку получше. Звучит как будто я должен идти бить по окнам соседям, но у меня даже интеллекта не хватает, чтобы скрафтить к ней снаряды. Это как выдать студенту диплом, но без права им пользоваться. Слишком жизненно. Дальше меня осеняет гениальная мысль. Заглянуть, что там ниже. А ниже уже не призраки Петровичи, там скелеты. Не знаю, что их туда занесло, но я сразу их назвал Костяны. Наверное, когда-то тоже тут работали, но потеряли счет времени и остались на все 3 смены сразу. На этом я запаковался и пошел домой. Да, как всегда, к злому Саше. Он стабильно злой, даже в дни, когда ничего не делает. День 34. Прекрасное утро. Идеальный повод забрать у кузнеца свою кирку. Забрал. Медная. Теперь можно вернуть Саше его кирку и отправить его на тусовку к чернике. Пусть пашет, пока я решаю серьезные шахтерские вопросы. Спускаюсь вниз к Костянам. У них тут целые склепы, настолько пафосные, что я начинаю завидовать. И даже Саша, по уши в запахе черники, улавливает аромат этих каменных стен и смотрит на них с завистью. И тут 79-й этаж. Последний, где еще шляются Костяны. Помахал им ручкой и пошел глубже. Там мне вручили не пару сапог, а 1 ботинок. Видимо, специально, чтобы поделился с Сашей. И спускаясь еще ниже,
И тут алмаз, золото и какая-то бронированная тварь, которая выглядит так, будто ходила в спортзал чаще, чем я. Собрал добычу, посмотрел на время, поздно, побежал домой. Это самое разумное решение за сегодня. День 35. Саша, как обычно, поливает чернику. А я начинаю утро с правильных привычек. Выбиваю дверь кузнецу. Рано, но по своему таймингу. Но закрыто. Потом влетаю снова и хоп, теперь у Саши тоже будет медная кирка. Через дня 2, если доживет. А дальше цель простая. Золото. Чтобы Саша наконец-то смог купить себе гроб и уйти на покой. И гроб, походу, будет в форме черники. Захожу в шахты и дерусь с местными. Они кричат: это наше золото, а я кричу: теперь мое. И через секунду лежу лицом вниз. Без золота, без кошелька и с ощущением, что моя попа теперь общая собственность монстров. Просыпаюсь, надо мной стоит кузнец и говорит: я твои монеты нашел. Ага, конечно. Уверен, что он их еще и стырил. И вы сами знаете, что еще он стырил. Злой как черт, иду в соседнюю лавку, заказываю возврат меча, потому что прошлый теперь, походу, в коллекции кузнеца. Возвращаюсь домой злой к злому Саше. А ночью вишенка на торте. Какая-то фея решает поколдовать над нашей черникой. Саша просыпается, видит светящуюся тварь и думает: все, капец, нас пришли грабить. И... сюда теперь метеорит въедет. День 36. Утро началось с первого урожая черники. Саша так обрадовался, что заварил себе чай в голове. Что будем делать с черникой? Ну, очевидно, продавать. А что еще? Пока Саша поливает наши гектары надежды, я пошел ругаться с местными. За золото, на 80-й этаж. Отжал у врагов народа 17 кусков золота и горсть угля. По пути прихватил медь и железо. Цель ясна. Автополиватели. Мечта каждого из нас, кто не хочет таскать ведро, как офисный планктон таскает отчеты. А Саша тем временем срывается на природу и лупит деревья и кусты. Так, будто они его лично оскорбили. День 37. У меня появились первые 2 подсолнуха. Вы спросите, почему не 3? Ты же вроде 3 сажал. Да, но один сперла ворона. Видимо, у нее тоже есть своя Хейли. С этого дня начинается моя программа ухаживания за девушкой. Зубы почистил, новый башмак из шахты надел, причесался, сверху еще шапку приладил, и все, кавалер готов. Пробежал полгорода, нашел ее на пляже, гордо вручил подсолнух, она обрадовалась. А я почувствовал себя победителем конкурса «Сельской романтик». Возвращаясь домой довольный и сразу полетел в шахту. А пока играю в героя-рыцаря, Саша все так же поливает мои подсолнухи и нашу черничную корпорацию. День 38. Сегодня у Саши праздник. Почему? Смотрите на экран и угадайте сами. Я устал это повторять. Но праздник не бывает простым. Я попал в социальный конфликт. Ситуация. Девушка, которая мне нравится, не хочет мыть посуду. Ее сестра говорит: помой хотя бы 1 раз за неделю. А я стою посередине, и у меня 3 варианта на выбор. Чувствую себя как на минном поле. Шаг не туда и минус романтика. Я бы сам помыл эту чертову посуду. Дом пересобрал, стены бы покрасил. Но тут такой опции нету. Жму просить на коленях. Сработало. Вручил подсолнух и пошел довольный отдыхать. Дни 39 по 46. Что можно успеть за неделю? Многое, но давайте по порядку. Первая неделя началась с сезонного праздника. Танцы, пляж, еда, весь набор. Мы, как культурные люди, поговорили с кем нужно, сделали вид, что социально интегрировались и пошли по домам. Потому что у нас бизнес. Черничный. Второе. Разговаривать с Хейли каждый день. Не просто вручать подсолнухи и убежать, а хотя бы имитировать диалог. Работа на постоянной основе. Третье. Эмоциональная поддержка Саши. Он начал ненавидеть чернику настолько, что у него на нее уже аллергия уровня, как у нас после практики на фамилию чуваков из фиг пойми какой страны с почерком «Врач Делюкс». Мы психологи. Четвертое. Рыбалка. Зачем? Во-первых, расслабляет. Во-вторых, напрягает. В-третьих, это деньги и мусор, которые можно переработать в кварц для автополивателей, чтобы Саша хоть когда-нибудь уволился из черничного рабства. Пятое. Шахты. Потому что золото всегда золото. Шестое. Первый доход от черники. И знаете, таким богатым я себя еще не чувствовал. Неделя пролетела, а дальше следующий день. День 47. У меня в кармане 71 тысяча. Я подумал, вывести бы это в доллары и купить Porsche, но тут так нельзя. Поэтому с Сашей думаем, как вложить деньги. Проблема: за 2 недели полива у Саши словарный запас и мыслительные процессы превратились в чернику. Вопрос ему: куда вложим? Ответ:
Черника. Значит, спасать его надо. Как именно, пока не понимаю. Но думаю, к осени разберемся. А что до клуба? Клуб — это потерянное место. Мы не то чтобы прикрутили доску, мы ее вообще забрали, потому что у нас дверь скрипела. Так что продажа клуба корпорации Джоджа не наша вина. Ну да, мы стали ее членами. Зачем? Чтобы купить теплицу и отправить Сашу на терапию. Потому что ему реально плохо. Ну, и день закончился рыбалкой. День 48. Саша уже как ветеран черничной войны, еще чуть-чуть, и он подаст на пенсию. Я делаю все, чтобы это случилось, потому что сегодня шахты. Немного серебра, немного угля и встреча с Апигейл. Кстати, да, Саша потихоньку тоже начинает с ней общаться. Может успеет жениться, а может мы с Сашей женимся друг на друге. Да, вот так. Вечером я заказал ремонт теплицы. Это первый реальный вклад в его реабилитацию. Для Веста прошло 15-20 минут на экране. Для него это 6 часов полива, растянутые на 4 реальных дня с перерывами на туалет. И да, эти мужики настолько быстрые, что уже собирают конструкцию посреди ночи. День 49. Утро. Под домом появляется пожилая жительница. Почему в 6 утра? Зачем? Куда она вообще идет? Я не знаю, но похоже у них такая традиция. Она вручила мне горшок. И тут я впервые вижу проблеск восстановления у Саши. Вместо черника он орет на горшок: дай, дай, дай. Ну ладно, отдал. Смотрю на новые владения. Красиво, просторно и абсолютно пусто. Ну что ж, обустроим. Поливалку поставил, как было в инструкции. Спасибо, хоть не как у моей гитары. Там инструкция отдельный квест. Посадил туда перец. Зачем? Сам не знаю. В этот момент думал жопой, наверное. Ну да, нормально, пойдет. Зашел к Хейли. Она: ой, это ты, Артем? Правильно? Дорогая, прости за подлет эмоций. Но блин, для тебя еще кто-нибудь целые поля подсолнухов кроме меня выращивал? Загнав Сашу на отчаянный порыв за пиццу. Пошел обиженный спать. Теперь буду не просто подсолнухи выращивать, но и развивать терпение. Слушай, может ты в жопу пойдешь тогда, дорогуша? Да, у меня сильные руки. Здорово, тогда эту банку ты откроешь без проблем. Давайте без мини-игр. Только не порвать джинсы. О, открыл банку. Фига. Вот так вот. Ну, типа, прикольно, но не. Ну, типа, она сказала, и что мне с этим делать? День 50. Предпоследний урожай черники. Саша смотрит на пополнение банковского счета, и кажется, в его голове еще шевелятся какие-то нейроны. Но у нас дилемма. Мы можем стать миллионерами и окончательно потерять Сашу. Тогда его словарь будет состоять из 3 слов: черника, поливать, клюква. Иногда черника дважды. Я думаю об этом до конца сезона. Может, успею поставить автополив, чтобы Саша сохранил хоть кусок личности. Сегодня отдал вещи в музей и получил семечку карамболы. Звучит элитно, но позволить себе завести завод по производству вина мы пока не можем. Побегал, посмотрел на все и вся и пошел спать. День 51. Сегодня дождь. Саша впервые за 1,5 месяца может выдохнуть. Даже сходил на терапию, пообщался с Апигейл и вручил ей блестящий камешек. А я решил, отличный день для рыбалки. И еще я почему-то взялся чинить автобус. Не спрашивайте про мои знания и образование. Я первый раз играю в эту игру, гайда не читал. День 52. Саша борется за рассудок, а я целый день пытаюсь попасть в автобус без билета. Да, вы скажете, там же все просто? Но нет, я на это потратил весь день. День 53. Секрет раскрыт. За деревом прятался ларек с билетами. Купил, сел в автобус, поехал. Прибежал в шахту, а там: без ключа нельзя. О как. Ну ладно, зашел в магазин, поболтал, потусовался, чтобы хотя бы билет не зря потратил. Вернулся домой. День 54. Дождь плюс последний урожай черники. Все, Саша официально может уйти в отпуск. Я решил, лучше живой друг, чем миллион. Поэтому дальше займемся другими важными делами. Вспомнил, у меня вообще-то есть пещера с грибами. Уже 50 дней. Ну, лучше поздно, чем никогда. Подарил Хейли подсолнух, мы стали друзьями. Ну, тоже результат. А теперь к делу. Чтобы открыть иридий и самый топовый автополиватель, надо дойти до 120 уровня шахты. Мы спустились на 5 этажей и поняли, слово «боль» звучит гораздо мягче, чем то, что мы реально пережили. Но добрались до 90 этажа. Получили меч. Крутой, выкинем через пару этажей. Домой. Спать. День 55. Зашел к Хейли, зашел к кузнецу. Кстати, у меня уже давно железная кирка, забыл об этом сказать. Главное, Саша идет на поправку. Он со мной ходил в шахты, видит что-то кроме черники. Ну и подыхает вместе со мной. Сегодня мы потеряли кучу золота и нервов. А еще я вспомнил про перец, который давно ждал своей очереди. Собрал, продал, все. День 56. Конец лета, но не конец работы. С утра мы с Сашей ушатали себя на 10 смен в шахте. Задача дойти до 100 уровня. И мы сделали это. Награда — что-то со вкусом пиццы. Да, серьезно.
Что ж, Саша, поздравляю, видимо, мы черепашки-ниндзя под прикрытием. Теперь отдыхай, потому что завтра начинается осень, и список дел будет таким огромным, что одной ручки его не переписать. Тебя никогда не тянуло отправиться в поход, Людвиг? Мне вот хочется, но туда, куда я хочу, не захочется тебе. Такой же вопрос. День 57. Осень. Новый сезон. Новые задачи. Их много. Записываем. Первое. Дойти в шахты до 120 уровня и открыть доступ в пустыню. И наконец-то найти иридиум. Второе. Запустить производство новой ягоды. И уже без участия Саши. Третье. Сделать из нашей заброшки, я про ферму, что-то хотя бы отдаленно адекватное. Четвертое. Жениться. Это то, чего Саша хотел еще в начале. И то, чего я уже захотел после того, как меня публично унизили. Пятое. Случайно не жениться на Саше. Ну что ж, начал я с пункта 1 и 3. Снес к черту чернику, снес перец, Саша офигевает. Оказывается, у нас на ферме можно выращивать что-то кроме черники. Закупился у Пьера, повезло, что сегодня не среда, его дверь осталась целая. С калькулятором прикинул расходы, засадил поле, понял, что просчитался, купил еще, досадил. И теперь у нас растет клюква. И даже карамбула. Ну все, работа сделана, на волю к Хейли. И спать. День 58. Дождь. Казалось бы, у Саши отпуск. Но нет, мы уже на 101 этаже шахты. И собираемся добираться до 120-го. И поверьте, умников, которые мешают, там до хрена. Лезут, кусаются, устраивают корпоративы. Летучие мыши вообще открыли свой ивент. Полный цирк. К 12 часам мы дошли до 105 уровня. Казалось бы, и до 110-го осилим. Но каждый этаж тут превращается в какой-то автор-пати без выхода. Но мы осилили, зато теперь у меня и у Саши есть еще по одному башмаку. Радуемся мелочам. А вечером у меня состоялся диалог. Знаете, когда у человека монолог на час, а у вас есть только 20% терпения. И вы уже стоите, подпрыгиваете рядом с дверью в туалет. Понимаете, еще 3 секунды и придется отмывать штаны. Ну вот, так и было. Я коротко ответил, что-то случайное, и они обиделись. А чего я ждал? Тут либо штаны, либо отношения, я сделал свой выбор. Я так... Тот вариант, который отвечать, ну вообще не собирался, ну послали. О, а кто? День 59. Сегодня решающий день. Мы с Сашей идем в эту шахту, в эту щель в горе, как будто это последний рывок всей нашей жизни. Этаж за этажом, комары, слизни, камни, нервы, 115, 118, 119 и вот он, 120. Ключ. Победа. Победа. В этот момент я был готов встать и орать, как будто научился играть свой первый аккорд. Но нет, это просто входной билет в пустыню. А там нас будут так вертеть, что Саша еще долго будет вспоминать городскую жизнь как рай. День 60. С утра собрал все, что мы вытянули из шахт, и понес в музей. С каждым днем у нас там все больше и больше хлама, но теперь это уже культурное наследие. За это нам подарили синего медведя. Будет теперь жить у входа атмосферно. И вот, автобус, пустыня, новый уровень страданий. Заходим, вдохнули сухой воздух и сразу получаем по морде от какого-то летающего лосося. На 3-м этаже иридиума 0, боль 100%. День 61. Просыпаясь, смотрю на клюкву, растет. Хорошо, иду покупать Саше семена тыквы. Зачем? Ну а что он, всю жизнь со мной в обнимку жить будет? Хотя, если честно, и такой вариант не самый плохой. Но Пигейл любит тыквы. Так что у Саши появился шанс. Саша будет сажать новые поля. А я тем временем пошел рыбачить. Деньги нужны, да и кайф в этом какой-то есть. Вдруг выловлю какую-то новую фигню. День 62. Я не сдаюсь. Мне нужен иридиум. Снова эти летающие рыбы и слизни, которых я динамлю как пользовательские соглашения. Добрался до 6 уровня, и там меня ждали слизняки в засаде. Я сказал, ну его нафиг. Собрал все, что мог, вернулся домой, продал и лег спать. День 63. Сашины тыквы политы, значит, кто-то скоро будет в них купаться. Я сейчас не про себя, а про его возлюбленную. Хотя, если все пойдет как обычно, купаться в этих тыквах будет только Саша в одиночку. А теперь мини-викторина. Что делает утром каждый уважающий себя шахтер? Правильно, выбивая двери кузнецу. Я, например, так и сделал. Притащил ему свои желуди, он их раздолбил и, как всегда, выпал культурный мусор для музея. Саша же мечтает про ключик от подвала, который дает мэр, за 60 экспонатов. А я уже чувствую себя не фермером, а профессиональным мусорщиком. Заодно мне выдали еще семена тыквы. Отличный бонус для Саши. Представляете его радость? Вот оно настоящее счастье. Снова работать в поле. Зашел к Хейли, она рассказывала, какие у нее шикарные родители, путешествия, заграница.
А мы два идиота, лучшие друзья в Мухосранске. И мечта всей моей жизни, чтобы тараканы в шахте били чуть реже. Кстати, вечером именно этим я и занялся. Шахта, тараканы и боль. А где Саша? Фиг его знает. Надеюсь, он хотя бы не умер. День 64. Саша вырастил мои подсолнухи. А что делать с подсолнухами? Правильно, дарит их особенному человеку в особенный миг. Я подарил. Ну ладно, вернемся к делу. Снова шахты. Для чего? Для бомб. Для чего бомбы? Чтобы добраться до иридиума. Вроде логично. Но пока я строю карьеру шахтера-подрывника, тем временем Саша занимается какой-то фигней. Он называет это терапией после черники, я называю это прокрастинация. День 65. Сегодня все серьезно. Выросла клюква. Собрал, отправил на продажу. Вырос Саша, взял его с собой. И мы поехали в пустыню. Зашел внутрь, стало страшно. Вышли, подышали. Зашли вместе, с криками «Я не хочу умирать!» И пошло мясо. Бомбы рулят. Прорывались вниз, драли за территорию с местной фауной, прыгали в дырки, махали с летающим лососем. И вот, без приколов, эта тварь самая опасная на районе. Почему? Потому что эта торпеда реально меня прибила. Итог. Минус 2000 за спасение, плюс косарь за автобус. Капиталисты фиговы. А ведь когда-то было мороженое за 3 копейки. Не то, что сейчас. День 66. День начинается с нового хлама. Паркую все в музей, как добросовестный донор мусора. И снова дождь. А знаете, дождь — это самая коварная штука в деревне. Верите? Поверьте. Зато сегодня в бонус получил редкое пугало. Ну окей, теперь у меня не только Степаны, но и что-то более офигенное. Зашел к Хейли, поговорили по душам. Я даже почти поверил, что у меня есть шанс. Вернулся, а Саша стоит у печки и плавит железо. Красавец. Прямо настоящий трудяга. Завтра будем наводить порядок на участке. День 67. Начался он с покупки рецепта брусчатки. И тут я понял, я неуч. Ложу свою плитку, ну, красота. Кривая, но моя. К вечеру у нас получился тротуар. Честно, больше похоже на полигон для тренировок по киданию бомб с Сашей. Как в террарии. Кстати, посмотрите ее после этого видео, если любите такое. А я тем временем проложил дорожку к теплице. И мой внутренний перфекционист начал тихо плакать. Пошел спать. День 68. Сегодняшний день сплошной бег. В одну сторону, в другую, в третью. Даже Саша чем-то полезным занят, а я просто бегаю. Но кое-что я все-таки сделал. Почистил участок, не доложил плитку, порядок наводился. И где-то в глубине головы уже зреет мысль. Скоро придется делать Хейли предложение. День 69. Ребята, этот день настал. Я бегу с букетом в руках, сердце колотится, колени дрожат. Она сказала «да». Теперь я официально в отношениях. Надеюсь, максимально абьюзивных, чтобы скучно не было. Довольно хлопаю дверью и иду работать. Но тут она каким-то образом обогнала меня с фотоаппаратом. И начинается фотосессия. Тут она улыбается. Тут подходит к коровке. Тут садится на коровку и улыбается. А тут коровка устраивает революцию, и она летит попой вниз. Финал грязная и злая пошла домой. Вывод: с коровами нужно договариваться, а не просто садиться. Вечером встречаю Апигейл, она спрашивает: «А у тебя пугало есть?» Я говорю: «Ну да». Есть Саша, есть Степан. И сразу порекомендовал Сашу, как универсальное пугало. Все довольны, ложусь спать и отдыхать. День 70. Утро, просыпаюсь в расширенной коммуналке. Я заказал апгрейд, теперь у меня двойная кровать. И кухня есть. Саша зашел, охренел, вышел и сказал, что он тоже такое хочет. А я уже стою у двери с подсолнухом. Идеальные отношения с Хейли. Не то что у Саши. Там все держится на камнях, тыквах и черепахах. И тут меня осеняет. Нужно делать реконструкцию. Теперь у Саши будет дом рядом с моим. Зачем? Не знаю. Хотя, судя по его лицу, увидев мою кухню, он уже собрал чемоданы. Со словами «мне пофиг», у тебя все равно кровать двухместная. Вечером доложили плитку, собрал клюкву. Классическая ферма. Днем драма, вечером аграрный отчет. День 71. Пришел я к мужику за кольцом, мол, хочу жениться. А он такой: пошел в жопу, придешь, когда будет 10 сердец. Понял, осознал, боюсь, дождя больше не будет, чтобы этот мужик появился. Что остается делать человеку после отказа? Правильно, бить камни. Так и живут шахтеры 120 уровня. Разбитые мечты, разбитые камни и разбитая спина. День 72. Утро, выхожу из дома, вдыхаю свежий воздух, захожу в город, и тут цирк. Ярмарка, продают всякие штуки со вкусом пиццы. Я такой: Саня, нам сюда, нам нужно 2000 очков. Я хочу эту пиццу. И тут я увидел самого злого Сашу в истории. Он успел возненавидеть. Первое. Рыбалку, потому что мы тут это использовали как основной фарм. Второе. Тир, потому что там невозможно попасть. И третье. И даже казино.
где система реально прикольная, но работает все как в казино. Я проиграл. В итоге выставил свои подсолнухи, дали копейки, сказали вперед и с Богом. Я купил шляпу, купил пугало и купил каплю со вкусом пиццы. Саша тоже взял каплю, и теперь его результат 3 нервных срыва и 7 фрустраций. И это только за одну сессию рыбалки. Звездная капля. Угу. Что еще здесь можно купить? Да, в принципе, ничего больше не надо. Я предлагаю ливать на сюда. День 73. Сходил к Хейли, проверил, на месте, никуда не делось. Вручил подсолнух, довольный как кот с валерьянкой, пошел дальше заниматься делами. А именно, класть плитку. Все должно быть по фэншую. Ага. Саша тем временем тоже чем-то занимался. Наверное, тренировался прокрастинировать стоя. Зашел к колдуну, спрашиваю, ну и чё ты тут? Он, ничего. Великолепный диалог, занесу его в список лучших в моей жизни. Пошел в бар, а там мини-игра. Такой мини-игры я еще не видел. Простая, бесящая, явно создана человеком, который ненавидел людей. Пока я там играл, Саша уже ждал меня дома, глядя в пустоту. День 74. У Саши выросли тыквы. А значит, у Эпигейл начинается тыквенный апокалипсис. Желаю ей удачи в пищеварении. А я, как любой мужчина, внезапно захотел курятник. Чтобы были куры. А может еще и майонез сделать. Заказал. Сказали, через 3 дня будет готово. По пути обменял у мэра какой-то билет на семена брокколей. Зачем? Куда? Откуда у меня билет? Не спрашивайте, я сам не помню. И пошел спать. День 75. Утро. Подготавливаю жилплощадь для будущих крылатых друзей. У них будет свое море, калюжа, свой непроходимый лес, кусты и забор. Почти заповедник, почти рай. А потом бах, и уничтожаю все, что там построила природа. Деревья вырублены, но калюжу не трогал. На этом месте будет шикарная плитка. Чувствую себя мэром. Сначала построим парк, потом продадим под ТРЦ. Зашел к Хейли, проверил, на месте, улыбается. Все, значит, жизнь идет по плану. Вернулся, доложил плитку, идеально. День 76. День начался с того, что я вдруг должен брать за кого-то ответственность и решать, чем ей заняться. О как. Ну ладно, проблему решаем по уму. Я предложил расслабиться и полистать рилсы. Но рилсов тут нету, поэтому она довольствовалась журналами. Всемирный кризис решен. А я пошел разбивать интересную коробку. Получил тотем, который, если честно, мне вообще нафиг и не нужен. После чего отправился на свою смену в шахты. И вот сидя в университете и набрасывая этот сценарий, я задался вопросом. А где, собственно, Александр? Он посмотрел на меня и сказал, что поливал растения. Я уточнил, 10 ростков? Ну да, ответил он. Я хотел жениться на прекрасной женщине с фиолетовыми волосами и большими глазами. Знаете что? Думаю, он оправдан. День 77. Сегодня урожай клюквы. Красота. А еще, внимание, 10 сердец Хейли. По факту я уже могу жениться. Но стоп. Традиции есть традиция. Для свадьбы нужен кулон. Для кулона нужен мужик. Мужик меня послал, а также для того, чтобы он появился, нужен дождь. А для дождя нужно время. И угадайте, кто абсолютно неудачник? Правильно, я. И Саша. До зимы неделя, а зимой дождь не идет. Спасибо, сельская бюрократия. Вы лучшие. Зашел в музей, пополнил коллекцию камней, почувствовал себя идиотом и подумал, что я быстрее соберу 120 артефактов, чем дождусь дождя. А потом подумал про Сашу. Для него никаких традиций не нужно. Он всегда готов быть рядом. Просто так, если, конечно, в радиусе 100 километров нет никакой альтушки. Но все же... День 78 по 82. Горевал я недолго. Один день погрустил, что жениться не получается, и все. У меня же есть Саша. А значит, пора заняться мужским счастьем. Настоящим. Курятник. С петухом по имени Никита. Никого не хочу оскорбить, просто хочу курятник. Пока исполнял мечту, Хейли позвала помочь на пляже. Помог. Она счастлива. Все, баланс достигнут. А тут и курятник достроился. И настал момент новоселья. Задача уровня Ребус. Как этих жильцов туда засунуть? 2 дня ковырялся, и наконец появились они. Никита, Герман, Тоша и Михаил. Черепашки-ниндзя. Только сюжет происходит в сарае. И в тот же день, вы не поверите, Хейли приглашает меня в новую комнату. Я думал душевая, оказалась фотостудия с OLED-подсветкой для обычных фото. Зачем ей OLED-подсветка для обычных фото, я не знаю. Зато романтика жива. Мы поцеловались. Пока Саша с его фиолетовой музой взорвался где-то в шахтах, я сидел в другой мини-пещере и тоже занимался делами. Пик романтики достигнут, а дальше, правильно, шахты. Там я чуть штаны не потерял, так страшно было. А вечером я понял, что эти пернатые твари сожрали весь корм. Я в шоке.
досыпал им еще, чтобы не начали грызть ферму по кускам. Дни 81 и 82 пролетели скучно. Порыбачил, подровнял деревья, поиграл в фермера-менеджера. А вот 83-й день стал интереснее. Хотя, стоп. Я подозреваю Сашу, что он сделал что-то. Он сказал, что он нарисовал окно. Знаете, там изначально было окно. День 83. Просыпаемся. Саша стирает свое искусство и правильно делает, потому что вчера оно выглядело так, будто к нам вот-вот приедет Интерпол. Теперь он рисует на земле сос, а я исправляю на лав. Баланс восстановлен. И тут праздник. Хэллоуин. Страшный, как моя самооценка после цветочных танцев. Заходим, проходим лабиринт и получаем тыкву. Нормально, все вокруг жрут. Я смотрю и думаю, а неплохо они тут устроились. Ну ладно, потоптал дальше. День 84. Проверяя пернатых, они уже несут яйца, а значит приносят доход. Жить можно. Дальше деревья. И снова пустыня. Знаете почему? Потому что дождя не было. А если дождя не было, жениться на Хейле нельзя. А если жениться на Хейле нельзя, то остается только Саша. И тут я понял, для этого нужно кольцо. Кольцо равно 5 иридиума. По факту он уже спит в моей кровати, но по дружбе. Дальше будет только все официально. Мы вдвоем лезем в шахты, сражаемся, прыгаем, умираем, возвращаемся домой. Итог. 0 иридия, минус деньги, но плюс опыт семейной жизни. День 85. Зима. Снежки, санки, подарки, праздники. И 0 работы для фермеров. Но не у нас. У нас план. Первое. Собрать 5 иридиевых слитков и выковать обручальное кольцо. Второе. Оторваться по полной. Третье. Стать мастером рыбалки. И четвертое. Главное не словить эмоциональное выгорание. За работу. Первым делом шахты. Вчера мы в пустыне потратили все бомбы, а прогресс без них — это просто симулятор страданий. Даже Сашу затащил. Он сначала упирался, но когда я сказал будут взрывы, пошел как миленький. Итог. Мы собрали столько ресурсов, что теперь можем накрафтить 20 бомб. Завтра пустыня узнает, что такое фермерская настойчивость. День 86. Саша лепит снежки, а я получаю квест уровня Герой рыбного рынка. Поймай кальмара. Вызов принят. Но сначала шахты. Сегодня у нас набор люкс. 3 блюда, 2 разновидности бомб и настрой. Мы либо добудем иридий, либо уйдем красиво. И знаете, странно, за 86 дней Саша так и ни разу не устроил катастрофу. Ну что вы хотите? Это ферма. Здесь даже если ударил палкой по земле, уже молодец. Я туда картошку засуну и все, прогресс. И вот шахта. Меня пугает здесь одно – летающие лососи. Они как алчные коллекторы, прилетают и бьют сразу по самому дорогому. Я шел как герой, Саша где-то потерялся, и тут бах, 28 этаж. Лосось налетает и прописал мне по достоинству. Итог: путевка домой за косарь, плюс штраф, минус 10 бомб. Уроды. Пошел купил 2 кольца на защиту, но даже так, это уровень равен пакету на голове. День 87. На эмоциях мы с Сашей снова в пещере. Зачем? Чтобы добыть ресурсы и скрафтить бомбы. Только теперь не жалкие петарды, а мега-бомбы. Саша, правда, успел словить люлей от обычной слизи, но у каждого свой потолок возможностей. Вечером захожу в закусочную, закупаюсь едой. Все, план ясен. Вперед и в пустыню. За обручальным кольцом. День 88. Купил билеты и приехал. Красота. Солнце, пески и шахта, где нас будут. Да. Саша пытается вникнуть, что это за новый ад, а я только повторяю: кольцо, кольцо, кольцо. И тут доходят фиолетовые слизни, не просто фиолетовые, они иридиевые. И да, первый слиток у нас есть. Теперь каждый слизень в зоне риска. И мы тоже, потому что это не мягкие игруши для битья, а ходящие коллекторы. На 20 этаже все закончилось. Темнота, больница, и с нас снова сняли пару косарей за половину шмота. Но знаете, деньги — это фигня. Главное, чтобы боль моральная, потому что мы вложили кучу бомб, а дошли только до 20 уровня. День 89. Утро. Первый слиток поставлен на плавку. И сразу в депрессию. Столько пота, столько нервов, столько бомб и всего один чертов слиток из 5. Пока он плавится, иду ловить рыбу в луже. Саша тоже отправился в лужу. Мы, видимо, новая экологическая организация. Два идиота и их ведро. Зашел к Хейле, она улыбнулась. Я тоже улыбнулся. И снова пошел рыбачить. Вот она, мужская депрессия. Сначала весь горишь от мотивации, рвешься в шахты, а потом в 5 утра сидишь с удочкой и называешь это удовольствием. День 90. Сегодня снова рыбалка. Ну а что вы думали? Сижу рыбачу, бегаю туда-сюда. Саша тоже изображает полезность. К полуночи смотрю на счет 20 тысяч. Иду спать с мыслью: а ведь эти корпораты ничем не хуже деревенских ребят. ДМа нету, пашут как муравьи. День 91.
Собрал клюкву, жизнь вроде нормализуется. И тут мне торжественно вручают медный тазик. Теперь можно добывать руду прямо из луж. Мечта сбылась, прогресс налицо. Саша доволен, я делаю вид, что тоже доволен. Дальше классика, рыбалка, пробежки между магазинами и кровать. Где-то в этом цикле теряется вся романтика. Дни 92 по 93. День как день. Побежал туда, побежал обратно. Посадил что-то зимой. Надеюсь, не картошку. Даже полил. Я горжусь собой. Теперь я идиот с лейкой. А потом мы с Сашей такие сидим, думаем. Ну все, хватит быть серьезными. Давай кайфанем. Взял новую удочку. Да-да, топовую. А рыбачить не пошел. Я же гений. Вместо этого заходим в тайную локацию, находим дверь. И вот мы уже купаемся в поздний час. Романтика уровня 2 мужика и одна общая баня. Согласитесь, жизнь удалась. Вытерлись, оделись и побежали домой. Как ни в чем не бывало. День 94 по 99. Стабильность. Решил стать мастером рыбалки. Часто вытягивал фиолетовых огурцов и понял, этим ребятам нужен аквариум. Ну а что? Пусть тоже скидываются на проживание, коммуналка же общая. Пока строился аквариум, я рыбачил. Сдавал хлам в музей. И тут, на 96-й день заселения, Григорий, Вильгельм и Сникерс. За работу, господа! Но работали они слаженно до первого бунта. Саша сходил к Хеле. Он пообщался с ее сестрой, а я тем временем пытался найти на ее компе Тетрис. Итог – пустота, как у нас в бюджете. Даже косынки нету. Ох, эти макбуки. На день 97-й заказал у строителя мост. Парни, срочно, они такие, ну ладно. На день 98-й мост уже был готов. Я гордо добываю руду и думаю, гений. А дальше пещера. Мы переглянулись и такие, погнали. Монстры кусаются, агрятся, а мы нашли золотой серп. На нем было написано, обычный серп, только лучше. Я не понял, спросил у Саши. Он объяснил, ну это обычный серп, только лучше. Теперь я понял, походу. К вечеру собрал урожай. 99-й день Саша поставил аквариум прямо дома. Все, прогресс. День 100-й, а вот тут меня реально вынесло. С утра ко мне подходят 3 огурца и говорят, да-да, говорят, а не соизволите ли вы, господин, дать нам немного меду, чтобы мы продолжили работать? Я в шоке. Во-первых, со мной разговаривают огурцы, во-вторых, они еще и условия ставят. Ладно, пускай ждут. Главное, чтобы к ним Саша не подошел. А то будет совместная революция. Вечером ночная ярмарка. Народ веселится, а я просто шел рыбачить на пирс. Саша же берет и покупает камин за 20 тысяч. Да-да, камин. Причем точно такой же, как у нас был, только фиолетовый. Я считаю, это лучшая покупка всей его жизни. И вот, идеальный момент для итогов. Освоились? Да. Найти Саше девушку? Формально нашли. Формально они встречаются. Но он все еще спит в моей кровати. Они, походу, просто друзья. Заработать миллион? Нет. Наш ВВП за 100 дней 400-450 тысяч копеек. Ну, деревня, что вы хотели. Это не Калифорния. И если вы реально досмотрели, значит, наверное, уже лайк поставлен. Ну и, возможно, даже подписаны. Вторая часть? Возможно, ведь у Саши остался незакрытый гештальт. Он так и не женился. Всем пока. Мы пошли спать в одну кровать, но чисто по дружбе.